Температура за бортом минус 20. Огромные окна, невероятной красоты природа. Тот самый момент, когда мы узнаем, на что способен этот камин. Я попробую, с вашего позволения. Друзья, слухи о глобальном потеплении сильно, кажется, преувеличены. Если присмотреться к моему лесу, то можно видеть красные пятна. Это следы от легкого обморожения, которые я приобрел не так давно, когда катался на снегоходе в Красноярском крае. Температура минус 20, шквальный ветер, никакой шлем, никакая защита не помогла, я промерз. И сегодня нас здесь тоже встречает морозный день, минус 20. Это здорово для нас, потому что мы как раз хотим сейчас протестировать теплоэффективность дома. Также актуален вопрос про окна в пол, как в таких себя условиях чувствуешь. И что очень ценно, что этот дом уже эксплуатируется. Мы его построили полгода назад. У нас уже есть обзор, когда вот мы его полностью закончили строительную часть и сдавали в эксплуатацию заказчикам. Сейчас уже дом обжит. И это такой своего рода обзор дома через полгода после начала эксплуатации, вхождения в зиму. При этом мы сейчас находимся в Тверской области, до Москвы 3 часа езды. Особо здесь в магазинах ближайших ничего нет, поэтому все, что мы здесь делали, мы делали фактически автономно. Можно сказать, что вокруг нас такой цивилизации привычной нет, зато есть невероятной красоты природа. Речки, озера, леса. Это очень ценное чувство, да, особенно для тех людей, которые живут в городе. Поэтому этот дом, планировка этого дома посвящена этому виду. Огромные окна от пола до потолка. Все это создано, чтобы любоваться этим видом максимально комфортно. Что скажете по поводу вот этого ограждения? Это наша авторская конструкция. Достаточно лаконичная, но при этом удобная. Сюда можно поставить стакан с водичкой, с пивом, с бокалом вина. И при этом такое ограждение нас не ограждает от природы. Это тоже важная составляющая, потому что, когда ты просыпаешься, хочется видеть в первую очередь лес, поле и не видеть никаких границ. Поэтому вот это ограждение, оно, наверное, такое приемлемое соотношение между надежностью, потому что здесь ни ребенок, ни животное не упадет. Все очень прочно, надежно. Они только кажутся такими вот, как будто бы легкими, но на самом деле очень прочное ограждение. Я думаю, она, наверное, остановит даже автомобиль. Очень мне нравится, как КАП гостеприимно встретил перила. И мне нравится, как входит металл, скела. Вот какое-то здесь есть, как ни странно, гармоничное сочетание металла и дерева. Что скажете, нравится это ли вам? Мне кажется, круто получилось. Вот нержавейка и кела прям супер круто. А сейчас Артем, наш оператор, обратил мое внимание, я такого эффекта еще ни разу не видел, что вот все следы короеда миллиметровой точности, они все точно так же повторены и очерчены этим кристаллизованным каким-то инеем, который покрыл совершенно удивительным узором наши бревнышки. Очень красиво. Конечно, зима особенно подчеркивает красоту вот этой северной русской природы, словно бы еще более актуализируется, потому что такие бревнышки кела — это проявление северной природы. Мы хотим, чтобы вы не забывали, что каждое это бревнышко, за ним сотни зим, которые сделали его именно таким, каким вы его видите. Сосна — это самый распространенный вид дерева, который мы знаем. Но при этом вот такая сосна, сосна кела, родом с полярного круга, северной части с Карелии, произрастает в особенных условиях. Она растет очень медленно, и эти стволы, хотя они кажутся очень такими маленькими, по сути, компактными, но они очень старые. Каждому такому дереву 200-250 лет, представьте себе, хотя диаметр небольшой. Я видел деревья диаметром 1,5 метра и больше, который меньше сотни лет. Так дерево быстро растет, если оно растет в теплом климате с хорошим доступом воды. В холодном климате с коротким световым днем, с коротким летом дерево растет крайне медленно. И это создает условия для того, чтобы после окончания жизни дерево засохло и стало вот таким прочным, плотным настолько, что его не надо красить, не надо обрабатывать. Можно использовать вот как его создала природа прямо в строительстве. И вот в этом-то вся суть нашего материала. Хочу обратить ваше внимание, что форма некоторых стволов, ну, она просто сумасшедшая, очень красивая. Мы здесь их покрыли только маслом, не красили, это натуральный цвет. Вообще, если говорить про цвет, то мы как раз считаем, что лучше быть сдержанным и лаконичным. По сути, здесь два оттенка серого, не считая самого кела. Темно-серый цвет крыши,
3032 Урал – это цвет. Он очень близок к цвету цоколя, такой же серебристый цвет. При этом цоколь – это утепленная штукатурка. Там экструдированный полистирол за ней. Мы расскажем, если это будет интересно, как мы это делаем, чтобы вы могли использовать этот опыт для решения каких-то ваших задач. Этот участок, он с очень значимым, серьезным уклоном, но мы с этим уклоном, конечно же, не боремся, мы не пытались выровнять весь участок, мы создали просто террасирование, причем, конечно же, использовалось в основном дерево, лиственница в данном случае. Каждая такая ступенька – это просто брус лиственницы. Это относительно несложно, относительно недорогая конструкция. Хотя тут тоже есть нюансы, надо делать с умом. Друзья, очень жду ваших комментариев. Как вы считаете, не слишком ли много тут бревна? Я имею в виду, что у нас бревно – это наш дом, и в ландшафте тоже использовано бревнышко. Это, кстати, не кела, сразу скажу. То есть мы бы не стали использовать кела на улице, потому что хотя кела плотная, устойчивая древесина, но все равно она рано или поздно начнет гнить, потому что она под открытым небом. Лиственница, кстати говоря, тоже начнет гнить. Не надо думать, что вот если в Венеции более 500 лет служит лиственница, напомним, что в Венеции основание для фундаментов использовалась именно сибирская лиственница, но там она без доступа кислорода, там она находится на большой глубине и фактически она законсервирована там. Здесь, когда есть доступ кислорода, то, конечно, лиственница тоже будет постепенно разлагаться. При таком диаметре, при таких размерах, я думаю, что этой лиственницы хватит на, может быть, даже несколько десятков лет. Тыльная сторона для нас, когда мы входим в дом, она получается основная. Здесь, кстати говоря, мы использовали два типа дверей. Двери готовые, заводские, и двери нашего собственного производства. Фактически это такой сарайчик, это котельня. Ну а главный вход справа. Это, посмотрите, какая красивая надпись. Артель Данила, Макар и братья. Друзья, кстати, напишите в ваших комментариях, что вы думаете. Мы исторически назывались всегда Артель Данила, Макар и братья, потом нас стали чаще называть Арткела по названию нашего сайта, по названию нашей инсты, фейсбука. И сейчас мы решили, с учетом того, что мы еще много работаем с нашими западными партнерами, называться Арткела. Артель Данила, Макар и братья для западного уха, ну, совершенно невозможно это произнести, как говорится, без пол-литра не разберешь. Да и в России кто-то говорил Данила, Макар, Макар, Данила, Данила, братья, ну, короче, путаница. Хотя на самом деле это реальные люди, реальные основатели компании, невымышленные совершенно. И вот как раз недавно мы вспоминали историю возникновения компании. Если это интересно, то мы можем в следующем видео более подробно рассказать, как эта вообще идея появилась и как мы погрузились так глубоко, что сейчас уже четко понимаем, что это стало делом всей нашей жизни, что нас двигает, что нас мотивирует, к чему стремимся и что уже прошли. Пойдем сейчас, войдем внутрь. Посмотрим, что у нас получилось создать в этом доме внутри. Я думаю, вам очень понравится. Итак, мы сейчас расскажем про основные композиционные решения в этом доме, решения по отделке. Здесь их сразу несколько уникальных решений. Ну и расскажем про детали, аксессуары, которыми уже наполнил дом наш заказчик. Посмотрим, как они вписались. Нам очень дороги ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы искренне хотим расти, развиваться вместе с вами. Про пол хочу рассказать. Внешне это выглядит очень как бы просто. На самом деле технология тут более всего близка к технологии изготовления паркета. То есть каждая доска здесь приклеена к основе. Основа – это монолитная плита. Про изготовление монолитной плиты и изготовление конкретно фундамента этого дома вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Дальше используется несколько слоев подготовленного основания, а именно утеплитель, стяжка, двойной слой фанеры, и дальше на эту фанеру клеится этот дубовый пол. Кстати, и по стоимости получается, что такой пол близок к стоимости паркета. Технология такая: берем одну доску, которая у нас задает форму, прикладываем ко второй, делаем разметку, пропиливаем. Конечно, пропил дубовой доски — это особенная история, она пилится гораздо сложнее. И дальше вот этот стык мы заполняем специальным составом. Это смесь эпоксидной смолы и коры лиственницы. Кора лиственницы, чтобы создать массу, и вот этот вот коричневый цвет, ну а эпоксидная смола как такой связующий элемент. Тут еще есть много нюансов, связанных с ликвидацией каких-то, вот видно и тут, да, такие чопики, ликвидацией каких-то дефектов, которые могут быть на доске.
Тут есть огромное количество трещин, они тоже все заполнены смолой. Эта доска очень склонна к кораблению, потому что даже если она высохла и ее приклеили, она все равно может отслаиваться, сразу предупреждаю, поэтому приходится через полгода после того, как запущена система отопления, еще раз заново шлифовать всю поверхность пола, и только потом уже делать финишное покрытие. То есть непростая технология, она не так проста, как, может быть, нам бы хотелось, но многие заказчики, конечно, когда видят красоту и необычную текстуру этого пола, они просят, чтобы мы его сделали, и мы с радостью это исполняем. Пишите нам в комментариях, какие еще материалы для пола вам было бы интересно увидеть в наших проектах. Мне очень нравится карагач, мне очень нравится клен. Кленовые полы мы делали, полы из карагача еще не делали, но для карагача нам нужно найти хорошего поставщика, надежного. Если у вас есть кто-то на примете, дайте нам знать, мы тогда с удовольствием сделаем пол из карагача. Ну вот яркий пример красоты этого материала, вот эта столешница, она сделана из карагача. Вот представьте себе, если вот такой же сделать пол. Ну что, пишите в комментариях материалы, которые вам были бы еще интересны. Мы считаем, что Кела — это, по сути, такой бриллиант. Этот бриллиант нужно соответствующим образом огранить и вставить соответствующую оправу. Оправу мы подразумеваем детали интерьера, в том числе вот такие, как этот камин. Это, кстати, подвесной камин. У него есть дровник, который создает ощущение, что словно бы камин опирается на него, но на самом деле он полностью подвесной. Он мог бы стоять и без этого дровника, но здесь дровник нужен, потому что иначе негде было бы хранить дрова. Мы оказались в очень сложной ситуации. Мы завтра запланировали с заказчиком поход в баню. Он нас любезно пригласил. Мы, в свою очередь, наполнили холодильник всем необходимым, как нам кажется, в том числе стейки, например. Но у нас нет ничего похожего на гриль, или решетку, или шампур. Ну вот ничего. Единственное, что у нас нашлись замечательные такие корытца. Вот сейчас мы попробуем, можно ли приготовить таким образом стейк. Есть версия, что получится, есть версия нет, но зависит от этого очень многое. Мы целый день уже тут тусуемся, и мы, конечно, проголодались. Если у нас получится, мы будем очень рады. Таким образом, потихонечку мы трансформируем наше строительное шоу в кулинарное шоу. Пишите, пожалуйста, все, кто умеет, любит готовить. Мы готовы предоставить наши выпуски для специалистов в этой области, потому что мы каждый раз уезжаем либо очень голодными, либо просто голодными. Шипит. Это хороший признак. Я должен поставить таймер. Не будем отвлекаться. Мне кажется, настал тот самый момент, когда мы узнаем, на что вообще способен этот камин. Тут главное сохранить, конечно, спокойствие. Скоро мы все узнаем. Я, знаешь, верю в то, что у нас все получилось, и поэтому сейчас второй пойдет. Так, мы с Мираторгом делали коллаборацию? Нет? Пора, мне кажется. Нет, слушай. Вот ты только захотел сделать коллаборацию, а тут уже какая-то нескладуха. Не открывается. Вот рядом с тобой есть ножи. Слушай, ну вообще они без всяких ножей раньше раскрывались. Все, я победил. Вот так вот. И уже по опыту это надо ставить где-то на 3 минуты одна сторона. Морская и перчик. Больше ничего и не надо. Я попробую, с вашего позволения. Слушай, не похоже на классический стейк. Появился такой вот эффект прожарки. Но вообще-то вкусно и пахнет костром. Реально пахнет огоньком. Ну, лучше, чем газовый. Реально вкусно, попробуем. Давайте еще расскажу про мебель, которая здесь, по сути, двух типов. Первый тип — это мебель наша и мебель купленная, уже готовая. Вот это заводская кухня, про нее сейчас подробно расскажем. Ну и, конечно, мебель попроще. Что может быть проще, чем просто досочки, сколоченные друг с другом? Хотя, если присмотреться, то видно, что наша мебельная мастерская внимательно и очень аккуратно каждую деталь здесь проработала. Сняты фасочки, крепление сделано скрытое, все из чистого дерева. Ну и, конечно, на этих полочках нашлось место много чему. И книгам старым, и аксессуарам. А я, кстати, вот любуюсь, хочу обратить ваше внимание, какая интересная живопись. Я было подумал, что это может быть икона. Нет, это, конечно, не икона. Это элемент, фрагмент от
буфета, либо старой двери. Она как раз того самого серого цвета, что и наша Кела. И вот такая состаренная основа, на которой такая элегантная роспись в сочетании с некоторыми другими нашими буфетами. Я думаю, что эта мебель вписалась. Самое главное, что она изготовлена из нашего любимого материала, и по цвету она сочетается с цветом наличников, подоконников, потолка. Наш заказчик, он еще и коллекционирует какие-то разные штуки. Вот это, например, старинная, очень легкая, кстати говоря, практически ничего не весит. Не знаю, как называется нож. Среди наших подписчиков я уверен, что есть ценители, любители холодного оружия, то напишите, как называется этот нож, нам это будет интересно. Давайте еще посмотрим зону кухни. Кухня готовая, не нашего производства, но мне кажется, она получилась очень классной. Как обычно, выдвижные полки с тандем-боксом, стиралочка. Все на своих местах. Сразу видно, что человек очень аккуратный, наш заказчик. Выбирая такую кухню, ты можешь быть спокоен. Классика имеет меньше шансов устареть, чем какой-то сверхсовременный модерн. Посмотрим, какие аксессуары появились в спальне. Спальня, конечно, преобразилась. В ней появился определенный такой акцент восточный. В целом, все точно так же, как и в момент сдачи. От пола до потолка у нас окна. Температура за бортом минус 20. Конвектор. Он создает очень комфортную температуру. Просыпаешься, видишь поле, лес, тебе тепло, комфортно, нигде не дует. Мебель здесь, опять-таки, как вы видите, это не наша. Это компания Danton Home делает. Российская компания по английский манер. Мой коллега, который вел стройку, сказал мне: обрати внимание, что вот эта полочка, она дополнительная. Мы ее специально изготовили в нашей мебельной мастерской. Она из массива, она отличается по текстуре от других. Просто ее не хватало. Давайте еще посмотрим санузел. Душевая кабина с очень приятным деревянным настилом. Каменная раковина, как мы любим. На цепочке подвешена столешница. Словно бы, кстати, видно, что она и без цепочки бы неплохо держалась. Даже не знаю, как она так держится. Хорошо, мы ее вклеили, нагрузки даже на цепь не дает. Как обычно, наша артельская классика, под 45, все аккуратненько сколочено, собрано. Мне нравится. Говорят, что это не очень модно использовать вот такие вот орнаменты пестрые. Хотя здесь они не сказал бы, что прям супер пестрые, в основном это такие серого цвета. Но мне нравится, как это выглядит. Не могу не сказать про это. Как красиво, как тонко вшита наша Кела досочка в эту стену, в этот орнамент. Допуски миллиметровые, ничего никуда не проваливается, не трескается. Вот они, досочки, эти кажутся такими простыми, лаконичными, но на самом деле они сфрезерованы таким образом, чтобы стык был закрыт. Стекло появилось, кстати говоря. Изначально мы его не поставили. Да, оно, конечно, нужно. Ну, ладно, про всякие детали, цвета, орнаменты. А техника? Техника-то на самом деле решает. Представьте себе, мы с вами сейчас находимся в деревне, до ближайшего населенного пункта несколько десятков километров. И чтобы здесь было тепло, комфортно, вот это все оборудование работает. Итальянский котел Бакси, маленький, но больше нам и не нужно. Площадь дома составляет всего 200 квадратных метров. Это электрокотел на всякий случай. Если вдруг что-то произойдет с котлом, сломается какой-то элемент, то мы можем переключиться на электрику, и за счет него мы поддержим температуру столько времени, сколько нам необходимо. Насосная группа, Грюнфосы, датские насосы, одни из самых-самых надежных и известных в мире. Все это в теплоэффективных и шумоизоляционных чехлах. Когда это все работает, мы ничего не слышим. Слышно только здесь поддув турбины этого котла. Обратите внимание, как тут немало у нас электрики. Вот дом-то вроде бы небольшой, а все равно мы уже получили 2 десятка кабелей. Конечно, и в этой котельне мы немножко некоторые ноу-хау внедрили. Вот, к примеру, это накопительный бак мембранный, который создает необходимый резерв воды и давление в системе водопровода. Он всегда стоит где-то вот он тут бы стоял. Но в нашем случае мы хотели, чтобы еще здесь было место для гладильной доски, сушки. И поэтому появилась такая полочка на цепях. Она достаточно прочная. Эта полочка позволила сэкономить пространство. Давайте посмотрим еще одну спальню. По-моему, здесь ничего не изменилось. Только появилось постельное белье и шторы. Все. Картин, безделушек, всего того, что придает спальне какой-то особенный вид, тут не появилось. Давайте посмотрим еще санузел. Он зеркальный, то есть он точно так же устроен, как предыдущий.
но наоборот. Лаконично и просто. Чувствуется, что это гостевой санузел. Тут тоже нет никаких дополнительных аксессуаров и безделушек, которые появились в другом санузле. Ну что, по-моему, нам пора посмотреть, что там, как обстоят дела в баньке. Так, друзья, вот тут, кстати, для удобства хейтеров мы прям специально подсветили выпуск, где видно, что заболонь, она уже трухлявая, отслаивается. Явно видно, что кела — это негодный материал, из него ничего толкового построить нельзя. Вот яркое тому подтверждение. Ну, а мы тогда пойдем дальше к баньке. Посмотрим, что там произошло, потому что вот полгода, как баня сдана, уже много раз с ней попарились. Сразу вижу, все, чего не было. Кран канадской компании не боится мороза. Сейчас минус 20. Если нажать на кнопочку, не знаю, я не уверен, что я хочу, потому что вот эта вода сейчас намерзнет тут. Вода побежит, ничего ей не помешает. Куда она побежит? К этому атомному реактору. Я его так называю, потому что, конечно, крышка очень похожа. Вот. Но на самом деле это просто композитный материал, который позволяет здесь налить теплой воды, я думаю. Потому что, конечно, в холодной воде, это будет слишком. А вот теплая вода, я думаю, будет самое то. Так, здесь я сразу вижу полный дзенный порядок. Все банные принадлежности, даже халаты. Я все вот жду, когда же мы научимся делать хорошенькие халаты. Согласитесь, если бы вот это был серенький халат, и тут был еще арткела, это было вообще бомба. Ну, слава богу, у нас хотя бы шапочка есть, наша фирменная. Артель, Данил, Макар и братья. Ну, в принципе, и все. Тут еще есть туалет. Все благообразно, ну, кроме 2 зубных щеток и зубной пасты, тут больше ничего не появилось. Очень прикольные полочки. Нет, вы посмотрите, а. Полочки изрядные. Мне очень нравятся. Закругленные вот эти углы, и как они врезаны. Такой лаконизм прям суперский. И мастерство, потому что фасочка снята, потому что тут полукруг сделан. Это, пожалуй, самая маленькая гостиная в бане, которую мы когда-либо делали. Причем у нее есть все необходимое. Зона камина и даже место, чтобы подбрасывать дровишки. Есть мягкая группа, место, чтобы посидеть, перекусить за этим небольшим столиком. Место для посуды, для приготовления чего-то. И есть место даже для чая. Правда, самовара у нас не хватает. Самовара или чайника. Но, правда, вот травка есть для чая. Собственно, и все. Здесь можно провести 3-4 человекам очень приятное время. Но я думаю, что, конечно, более приятно это выйти на улицу. Площадь палуба здесь очень большая. Открытое пространство. Здесь тоже, но еще до конца не благоустроено. Тут есть еще потенциал. Тут можно тоже мягкую группу сделать. Тут можно поставить стол. В принципе, этой бане еще есть куда развиваться. Душевая очень лаконичная, что удивительно, что у нас тут нету обливного ведра и нету бочки. Есть, в общем-то, пространство для бочки. Правда, не так много. 20-30 сантиметров, если бы тут добавить, было бы вообще хорошо. И такая же небольшая парная. Эргономика парной абсолютно минимальная. Здесь место для парения, это место для сидения. То есть здесь, по сути, может находиться одновременно не более 4 человек. Один лежит, его парит, и 2 еще человека сидит тут. Очень небольшое окошко для проветривания. Я даже удивляюсь, как здесь поместилось 2 петли, но они здесь поместились. Игрушечная. Мне бы хотелось, чтобы мои детки бы такое имели у себя в игрушечном домике. Очень классное окошко, мне нравится на самом деле. Вижу дефект. Одна лампочка перегорела. Будем менять на лампочки, которые используются в духовых печах. Они не перегорают. Что еще вижу? Что вот тут потекла смола, там потекла смола. Но мы знаем, что это происходит вот первое время, потом дальше этого уже происходить не будет. На потолке, вот скажем, смотрите, вот эта доска, она прям вообще полностью вся как будто мокрая. Но это вот смола выступила, и это причем кедр. Странно, что кедр такой смолистый, но вот попалась такая доска. Ничто не предвещало. Трудно предусмотреть, какая доска как себя пройдет. Остальные доски более-менее все сухие. В местах, где есть сучки, проявляются капли смолы. Традиционно нам очень ценны ваши комментарии, нам очень ценны ваши замечания. Пишите, что вам понравилось в этой бане, что вам понравилось в доме. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы будем продолжать делать для вас то, что вам интересно, и то, что вдохновляет нас. Деревянные дома в самых разных местах, в самых разных интерпретациях. Это то, что мы любим, то, что мы умеем, то, что мы делаем для вас. Спасибо, до скорых встреч, пока.